Хотел вернуть последнее высказывание. Не получилось. Surgical maneuvers, but he said the idea. И завершая свой доклад, доктор Эттинг уже говорил о хирургических техниках. He says, I want to know how well you play sports. Но на самом деле он сказал, что ему интересно прежде всего, насколько хорошо, насколько эффективно человек может заниматься спортом. Not how well you play a video game. А не как хорошо пацаны играют в видеоигры. Okay, your capacity makes sense. Потому что с точки зрения способностей, возможностей и жизненной емкости легких это самое главное. You gotta love this guy. He really came out with something. Слушайте, его нельзя не любить, он не может не нравиться, потому что его предложения, его мысли, скажу о себе, абсолютно изменили мое мышление. And helped me understand what I didn't understand. Почему я не получал каких-то результатов? Потому что не понимал многого из того, что понял сейчас. To the point that I was so impressed, I said, how can I test these things? Вплоть до того, мне было интересно, что я стал себя спрашивать, хорошо, он во всем этом рассказал. А имеет в руках прикладную кинезиологию, как можно все это тестировать? And we're going to do that. Вот этим мы с вами и займемся. So the first things вот we're going to do будем заниматься. Первое. Is to follow a simple practical session. Очень простая практическая сессия. And probably the rest of today will be practical sessions. И, скорее всего, завершающее оставшееся время нашего сегодняшнего занятия будет практически. I want you to become and be experts. Я хочу, чтобы вы действительно достигли экспертного уровня. In every phase of evaluation. На каждом этапе, в каждой фазе той последовательности оценочных процедур, которые мы будем изучать. The evaluation part is probably more important than the therapeutic. Это оценочная, диагностическая часть, я бы сказал, гораздо важнее, чем лечебная, по крайней мере, на данном этапе. Because unless you can make a correct, specific diagnosis, если не можешь предложить конкретный специфический диагноз, если не можешь прийти к выводу о том, что же с человеком, your therapy input will be futile. Лечение будет тщетным. Все попытки лечения будут тщетны, если нет диагноза. So start asking yourselves, how can I evaluate each segment of what we were talking about? Задавайтесь вопросами, а как тестировать все то, о чем мы услышали, о чем мы сегодня уже говорили. That's what we're going to do. К этому мы сейчас с вами и перейдем. As soon as I find it. Только я найду то, что мне нужно. So, Итак, we're going to be moving from simple to complex. Пойдем от простого к сложному. So from one observation to another. То есть будем идти от одного к другому, последовательно, поэтапно. So the first observation we're going to be doing Итак, первое наблюдение. Is lateral excursion. Латеральная экскурсия. Now, many of us here, even though we don't have Сколиозы, несмотря на то, что у многих из нас, наверное, сколиоза нет, will not have good diaphragmatic lateral excursion. Даже у тех, у кого нет сколиоза, все равно будет наверняка хотя бы одностороннее ограничение латеральной экскурсии. And we can assess that very simply. Очень простая оценочная процедура. The reason for the asymmetric excursion will be found later. О причинах будем говорить потом. One is to evaluate, as we said before, or observe lateral excursion on inspiration. Во-первых, как мы уже говорили, используем вдох для того, чтобы визуально оценить экскурсию. Here you see my good friend Andrea Cecchi demonstrating the evaluation of Вот тут мой хороший друг показывает положение рук при оценке латерального движения. Now she used to be a ballerina. Она была раньше балериной. And should have good function. Ее функция должна быть хорошей.
But when he was applying pressure at the solar plexus Но как только было создано давление в зоне солнечного сплетения, to restrict anterior для posterior того, чтобы movement, ограничить передне-заднее движение, she had a restriction in lateral у нее excursion, сразу выскочило ограничение латеральной функции. and her face shows the discomfort that she has. По лицу сразу видно, что дыхание стало некомфортным. And you see it on the face То immediately. есть по лицу видно все сразу. The patient that has poor or asymmetrical Если lateral функция excursion. плохая или асимметричная, недостаточная, то лицо пациента не солжет. And this is important. She was using more A to P for То есть фактически respiratory, она в большей степени использовала передне-задний вектор дыхания, чем латеральную экскурсию. or what he called abdominal breathing. То есть то, что порой называют абдоминальным дыханием. And we can realize and help to correct this. Если мы это диагностируем, то и помочь пациенту сможем. Okay, this is just another test that we'll be doing is Еще один to тест, к которому будем с вами прибегать. challenge the diaphragm directly. И будем использовать прямую провокацию диафрагмы. And you can see Checky is doing this testing. Вот он выполняет сейчас это тестирование. And then we'll show this second on the second chest as a second test. Но потом пациент пойдет вторым тестом уже. First, I want you to Так что сначала compress the diaphragm and look at how the patient responds. Значит, используем тест, в котором прибегаем к компрессии диафрагмы со следующим реакцией пациента. As well as observing movement. Ну, соответственно, как оцениваем латеральную экскурсию, потом создаем компрессию и смотрим, насколько все меняется. Just to assess the restricted side. В тесте латеральной экскурсии обращаем внимание на рестриктивную сторону. Now let's take somebody that doesn't probably have this. Ну, давайте кого-нибудь беспроблемного сначала. Last time we did something like this, it was Oscar's. Оскар, давайте, вы у нас в прошлый раз были из этой серии. No, I know Oscar's doesn't. Я просто знаю, что у Оскарса That's the only reason. только по этой причине я его вызвал, поэтому извините. You can Вот эти балтийские страны take Евросоюза off that testicle bag, okay? хотят все время быть первыми. Еще остается только хотеть. Ох уж это Европа. Is this for? Oh. Это не Европа, это же наша, правда? Это тебя извиняет. Наш, мы тебя Европе не отдаем. Ah, okay. Wisdom. То попроси мужчину застелить постель. There we go. Okay. Вставать будет пора уже. So I'm going to assess Oscar's Итак, for diaphragmatic excursion. проверяем диафрагмальную экскурсию Оскарса. Breathe in. Вдох. He's got really good Ой, какая хорошая excursion. So экскурсия. breathe in. Вдох. No change from right to left on Лево-право никакого отличия. that shows asymmetry. То есть симметричная функция. The testing. I'll just move my. Теперь тестирование. Place your pisiform just below the xiphoid process. At Значит, the, кисть зоны верховидной кости поместите ниже мечевидного отростка. and to put pressure. И создайте передне-заднее давление. Now be careful for the curvature of the thoracic Только cage. примите во внимание реберный угол, You чтобы can rotate your hand not to compress the ribs. на хрящи не давить, чтобы не ломать ничего. То есть руку поместите так, модифицируйте положение кисти, чтобы не на ребрах You don't want to get on the ribs. была рука. На ребра руку не Especially ставить. if you pop one or fracture it, you're not going to be happy, nor will the patient. Знаете, ни вы, ни пациент не будут довольны, если что-то щелкнет под рукой. Now Oscar's is strong, Оскарс у нас крепкий. so what I'm going to do is push posteriorly, Создаю давление дорзально, then сзади superiorly, и кверху, краниально, дорзально-краниально. as much as I can. Для His того, чтобы abdominal. создать And he has no reaction, he's just smiling. гороховидные зоны кисти, давление. And breathe. Оскарсу хоть бы что, лежит, все And he's having улыбается. no reaction at all. Вообще никакой And this реакции. would be good diaphragmatic То есть это function. свидетельство хорошей диафрагмальной функции. Many of you won't have this.
Немногие из вас сумеют тягаться в You'll have этом a look возрастом. of panic on your face. То Okay? есть на лице будет даже выражение паники, когда ограничивается дыхательная возможность. Давайте, выходите, пожалуйста. And see if we get the same reaction. Посмотрим, получим мы ту же самую реакцию или нет. He looks like he's in good shape. He walks like Putin. Как Путин в гости, видать, в хорошей форме. Sort of that power walk. Такая походка силы. Good for you. Okay. Breathe in. Вдох. Только с одной рукой. He's got really good diaphragmatic function as well, symmetrically. Здесь тоже хорошая диафрагмальная функция. And his is wider, Причем здесь реберный угол whereas больше. Oscar's was a little bit more angulated. У Оскарса угол. So I don't think we'll find on him Думаю, either что здесь тоже мы не найдем problem. компримированной функции. First relax. Подождите, расслабьтесь, дайте давление создать. Now breathe in. Вдох. He has no reaction either, so Тоже he's никакой pretty реакции. okay. Выходите. Все у вас хорошо. We'll try somebody that might Кто-нибудь подохлее? Ну, maybe вот что значит, когда nobody, я не смотрю на аудиторию и при этом говорю что-то. maybe no one has it here, so let's see his. Okay. This is pretty good. Вот тоже все это очень неплохо. I'm getting a, okay, tell him to breathe deep. И глубже вздохните, пожалуйста. Okay, this one stops first. Справа the right движение side. прекращается раньше, чем слева. When the other two, it continued bilaterally У тех symmetric. двоих билатерально There's a симметрично little restriction шло on the расширение, right. а здесь можно предположить небольшую рестрикцию справа. So this doesn't mean that he will have poor reaction Это to не the значит, что мы challenge. получим реакцию. But I'm seeing his face not liking this. Но я уже вижу по выражению лица, что ему это не нравится. He does not like it, you Точно see. не нравится. He's tolerating it, Ой-ой-ой, терпит, но не нравится. but it's not nice. Huh? Неприятно, верно? Okay, so we're finding a slight bit of restricted. Now There's maybe you more, can see this. Пусть не сильно выраженную рестрикцию, но все-таки уже Breathe in. нарушение обнаружили. Вдох. This one stops. and this Видите, one continues. останавливается дыхание справа раньше. Slight asymmetry, we don't know То why. есть есть небольшая асимметрия, мы даже пока не предполагаем There can be почему. many reasons for this, but Причин может быть масса. this just shows you the evaluation. So let's do that. Давайте сейчас попробуем эти два теста. It's not bad, it's just an Это indication не of значит, что у вас dysfunction. что-то плохо, это просто факт и все. So if you find positive, tell us and Кто we'll check найдет it. положительную реакцию, пожалуйста, позовите, чтобы я перепроверил. If you find negative Если реакция отрицательная, на and ваш you're взгляд, not sure, have us check но it. у вас нет уверенности, правильно ли вы выполнили тесты, тоже зовите. He stops both sides a little bit early, Обе стороны рано заканчивают according вдох. to mine. То есть вот по моему опыту, Do you feel that? вы тоже почувствовали? I would expect him to go Я бы further. ожидал, что он должен был больше, but he's compensating with AP. It could be, that's how you Вполне test. возможно. Now do it. Давайте попробуем, но исходно сложно предполагать. Надо Real hard. тестировать. Жестко фиксируйте. Okay. Компенсация идет. You're feeling more abdominal breathing. То есть брюшного дыхания больше. That's the kind Видно? of face Вот that такое says должно you быть давление, вот такое can't. лицо. See, that's not good. Нехорошо, вы не That's дожали. what we're looking for. See? I would say you'd better come You to see, that's a good one. each. Вот это хорошо было. To each table and demonstrate Yes. how strong it should be. Yes, it's a very strong push. Господа, давайте не будем, наверное, его подзывать к каждой кушетке. Просто Дэвид сейчас... That's why you can't be on the ribs. You don't want to break them. Хорошо, что он ничего не слышал, не понял. Просто сейчас подается от каждой кушетки и просто покажет, с какой силой нужно создавать компрессию, потому что большинство наверняка не додавливает. И вы на себе будете знать, как оно должно быть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Not on the. Только не на ребра. Yes, because you have big hands. Под мечевидный, у вас большая рука, поэтому следите внимательно. Под мечевидный отросток. That's more pressure, yeah. But he's okay. Ну, у него все в порядке. I think Мне not a так problem. кажется, что нет проблем у вас. Okay. No, but he's Не, у okay. него все Breathe хорошо. Вдох.
again. Еще. Now he's only chest breathing, Он вообще дышит только верхней частью грудной клетки. У него, so he has no difficulty, but he's breathing то есть ему outward. не сложно, но он не пытается включать реберную часть диафрагмы. Он включает только верхнюю He's часть грудной compensating клетки. breathing here. Он компенсирует верхней частью грудной клетки. And this doesn't move. А там движения нет. Вдох. It stops slightly before, but he has no problem. То есть проблемы It's just- нет, но ничего. He doesn't like this, but see his breathing's То есть here. видите, что он делает? Он не пытается дышать реберной here. частью, он дышит верхней частью грудной Does that make клетки. sense? Поняли, да? So there's some dysfunction. То есть We дисфункция don't know. какая-то есть, но мы пока не можем судить, какая. Okay. If they can. По возможности усиленное дыхание. Не свободное, нормальное, усиленное. Если у меня рестрикцию справа, такой неплохой, можем ему показать, если хотите. Обязательно покажем. Вдох. Little bit less on the right. That's pretty good. Не, хорошо, я бы сказала. The confirmation is she's okay. Не, она он лежит себе, хоть бы что ей. Хоть бы что. Found a dysfunction. Okay, we're coming. Сейчас подойду ко всем. So what do you want here? Вам каждому слово. Да, Stop. господа, он подойдет к Okay, каждой stop. кушетке. This one stop. Прекращает дыхание This one справа. continues. Is that what she Дышишь? Вы тоже так обнаружили? Да, справа. Same thing. Хорошо. Молодец. Компресс. Теперь Oh, very good. Ой, Хорошо. отлично. Finish this. Дальше выступаем. No, it's same. Из-за того же. Я в прошлый раз что-то задавил. Нет, все. Вдох. He's okay. He's very strong. Не, очень сильный, очень хорошо. Очень сильный. Okay, he's not an athlete. Не спортсмен? You can see he's a video athlete. Да, сидит, пальцы большие только тренирует. Because there's no breathe, it stops very soon. He Очень doesn't have a lot. маленькая экскурсия и не толкает вообще But диафрагму. maybe he has no problem. He just Может, и doesn't. проблем нет, просто это его норма. I Ой-ой-ой. think something's not Нет, что-то working. не работает. Тише, тише, вы что там? Сзади кверху. He's having a little bit. Есть небольшой дефект, но небольшой. So it's We can't get posterior, superior. posterior and slightly superior. Основной вектор сзади, немного вверх. Okay. Next one. Следующий, кто на очереди? All the way out. Стоп, on the left. Выдохните, все. Это ограниченный ресурс. Okay, go. Давайте еще раз. Is he deep breathing? А больше вдохнуть ничего не можете? Okay. Спазм. До этого мы смотрели, тестировали, у него Now do было the- правое движение. Хорошее, левое слева. Before he had better breathing on the right. Okay, it's not the best either side. Ну, скажем так, ничего хорошего ни с той, ни с другой стороны. So stand on chair and jump off. Вставайте на стул и прыгайте на него. These tables are too high for some people. She's not compressing it at all yet. Выдох. На выдохе. На выдохе давление. Okay, in a child it'll be easier. Был бы He's ребеночком, going to было be бы hard. He's проще. strong. Он Breathe. очень крепкий, выдыхайте. No, he has no. His eyes Лежишь на show него there's хоть бы что. nothing. No, he has nothing. Let me just try. А я попробую. Because it's going to be hard to compress his chest a bit, I'm going to be on the xiphoid. Я прям через мочевидный попробую, потому что его грудную клетку трудно сжать. He's very strong, so I Он don't очень see. крепкий. I don't see a problem. Не вижу, что проблема тут. Просто очень крепкий. That's Уже better. лучше, Now смотрите, he's даже breathed in better. раздышался. Потестировали, стало лучше. Раздышался. It's okay. Oh, left side, not liver. Hepatic, no.
a little bit less, reduction, okay? Не, а как это вообще? Okay, Show your hands. Нет, сначала назад. Сначала назад. First posterior, then Сзади надавить сначала. Нет, она выдох. she seems okay. У нее уже все неплохо. A little bit. Чуть-чуть, да? Not nice. Ой-ой-ой, совсем Нет, нет, неприятно. вообще нет. Ну, Feels like no breathing. Yes. Как будто дыхание вообще останавливается. Lucy? Видите? Yeah. Right. а, да, уже несколько. That's Вот такой признак. Очень должен быть. хорошо. Давайте. Здесь с этой стороны хуже дышит. Хуже? Да. Еще раз. Здесь становится, здесь еще дышит. okay. It might be he stops breathing both of them. Ну, как-то обе стороны надо останавливаться, он лучше дышать. Ну-ка еще, давай. Хороший вдох. Здесь лучше. See, they stop seem a little early and then he continues with this. Might not be anything, but Это не try. значит, прям проблемы есть. Ну, просто такая особенность. He's able to compensate. Looks okay. Спокойненько себе. Ну-ка. His eyes say no problem. Глазам никаких проблем. So that's, I don't think there's a И problem. такой выкус оставить. Sometimes you can do this way. Okay, we don't. No, he's okay. See Ну, no, хорошо, то есть если как see no face change. видите, вообще лицо не меняется. That's normal with obvious change. То есть вроде как норма с визуальными изменениями. It's not bad. Но Yeah, все неплохо. По тесту все неплохо. Yay, not going to die. Не умрет скоро. Выдыхайте. Выдох, выдох, выдох сначала. Вдох. That's not moving at all, is it? Вообще нет движения справа. So you can check. Можно проверить еще. Not so nice. Не очень приятно, верно? This is okay. See, this is not Слева это лучше. functioning. That's very good. А с тестом? More straight, Сначала назад, а потом только вверх. but he's a big, strong guy, so I Но он don't большой, think she крепкий, can надо do it. посильнее. I don't, he's Ну, not. тут меня раздавить-то трудно, конечно. He's too big He's for saying you to difficult do. to squeeze him. Неприятно. So you have to use Unpleasant, other techniques То есть вам надо другие техники с ним because this использовать. is only for observation. Потому что это только для He's a наблюдения. big man, so Большой hard мальчик, to- давайте вот так попробуем. Now he feels. Все, вот теперь You have to почувствовал. stand on chair Вставайте на стул. and use your weight. И весом тела. Now. That's good. Ну, Хорошо. молодец. Никакой нет абдоминального See, there's, дыхания. so to decide which side is not much, it's all restricted. То есть не из чего выбирать. Трудно решить, какая сторона менее Всё. подвижна. Сделайте выдох. Полностью выдох. One side might be slightly worse. Ну, подышите грудью маленько. выдоха видно, что вот это получше, это A little bit better on the right. Okay, but that's Но это minimal. её догоняет. вы уже придираетесь, да, это уже. Do compress. Делайте с компрессией. Выдох and be careful. Don't break a rib. Ребра не ломайте только. Да уж, это точно. Во. Так она не She сможет так дышать. seems not to have a problem breathing, Проблемы нет. but let's restrict it differently. Рестрикция очевидная. She moved you to where she wanted you to be. Она переместила вашу руку так, чтобы не нашли проблему. Она поставила вашу руку туда, где она хотела, чтобы она была. Она поставила куда надо, никуда она больше. Так все-таки это на мечевидный отросток мы давим или под мечевидный? Под. Ну вот я говорю, что ниже. Okay, push straight down. Okay, you found very good. Finished. Test positive. You may. Был вопрос, сгибать ли ноги пациента в этом тесте. So she had poor lateral excursion, as we saw. Джозеф говорит, что можно не сгибать, но вообще идея хорошая. Remember, this is a test, not an observational test, not a therapy. Запомните, что это всего лишь тест наблюдения, это еще не лечение. Has everybody done it? Все сделали, всех проверили. Yay. Ну, давайте. Вам не надо работать вместе. Вы же сейчас жалеть его будете. Нет, не надо.
not much lateral excursion either way. Практически нет латеральной экскурсии. He's abdominal breathe. Дышит животом. Already positive. Да, See? уже Face still положительный. huge. Уже. Готов? Now he's using abdominal to breathe. Видите, он всё животом вас выталкивает. So that's positive, I would say. То есть, I would go я бы with this. сказал, я бы вот так. On him and his diaphragm, I would go with this rather than this. То есть с ним я бы встал по-другому, руку поставила иначе. Not on chest. Не-не-не, куда на грудную клетку? Pisiform, there. Верховидные кости на мягкие ткани. And now push. No, push. Нет. See, he's thinking about it. Видите, он задумывается. I'll show you. I show him my pressure. So this time, is the direction same for the push? See, my pressure heart. The direction is same. You don't do caudal pressure when you change No, the not position of the caudal. hand. Кудального давления нет вообще, просто поменял руку. Other hand, push up. This hand, На грудной push up. клетке просто. Is it okay? That's just to confirm. It's no. Это просто для подтверждения, это же не ничто пока. Okay. Люди, избушка. Стоит нам переду, лесу задом. Да. Now, this is interesting because we are testing non-scoliotic people. Смотрите, как интересно. Это мы с вами тестировали людей, не страдающих сколиозом. And the numbers were at least 40% of you that had asymmetric А у function. вас практически у 40% асимметрия функции. This is most likely not pathologic, Скорее всего, конечно, эти изменения у вас не патологического but характера, functional. а функциональные. Now, it's interesting for us to realize how many of us that are non-scoliotic can have these dysfunctions. Ведь интересно всегда, верно, когда вроде как мы считаем себя людьми с точки зрения And далеко зашедшего сколиоза здоровыми, посмотрите, какая у нас функция. most of us are young enough that they don't bother us. И большинство достаточно молоды, чтобы эти проблемы вас не беспокоят. Просто вследствие возраста. Some of you might find as you get older that you prefer to take the elevator as opposed to the stairs. Ну а с возрастом некоторые, наверное, поймут, что предпочтительнее дождаться лифта, а не идти пешком. Reminding ourselves what Redding has said, by the age of 35 you start to И decline. вспомните, что говорил доктор Рейдинг. С 35 лет начинается путь с горы. And this is important for us to realize that С 35 лет. On the elevator. Use the elevator going down the hill. that's true going down as well. Да, вниз тоже. Using the elevator going up is one thing, but going downhill is another. Знаете, если пытаешься, так сказать, на лифте вверх, это еще куда ни шло, но когда уже вниз, это совсем дело плохо. So in the people that were positive, Значит, у тех, у кого тест был положительный, we want to attempt to find out мы с the вами reason. должны попытаться найти причину такой асимметрии функции. So this is why I want us to practice these things. Вот поэтому мне хочется, чтобы вы не просто слушали и смотрели, как эти тесты выполняются, чтобы вы брали их себе в руки, чтобы вы их отрабатывали. Because in the absence of scoliosis, Потому что в отсутствии сколиоза we can at least evaluate function мы хотя бы сумеем between оценить ourselves функцию, хотя бы функцию собственных возможностей. and attempt to come to a conclusion as to the cause. И попытаемся выйти на причину. Now, sometimes the cause of respiratory asymmetry and diaphragmatic Иногда function причиной асимметрии диафрагмальной функции и респираторной функции, is multifactorial. ну, иногда причина многофакторная, вот так скажем. For example, Например, you may have had a lung infection that was predominant on one side as может a быть, одно child. легкое было поражено инфекционно в детстве. That lung might not have recovered fully, Может быть, это легкое так и не восстановилось полностью. and the body tells the diaphragm, no, the lung tells the diaphragm, don't pull on me. И легкое просто просит диафрагму не усердствовать с этой стороны. Because I don't feel good. Просто потому, что легкое себя не очень So хорошо с the этой стороны body чувствует. compensates for И that. тело компенсирует.
You might have a liver problem, Вполне возможно проблемы с печенью. and the liver tells the diaphragm, don't push on me, I И don't feel тогда good. печень говорит диафрагме, не дави так сильно. Same thing with many things, the То есть hiatus многое hernia, может менять функцию. the spleen. Селезенка не является исключением и так далее. If you've had a cardiac problem, Проблемы с сердцем, if you've had a fall падение. that causes the pericardium to twist, Допустим, падение, которое привело к скручиванию перикарда, you will develop for certain тоже diaphragmatic приводит к изменению диафрагмальной функции, это можно сказать наверняка. So we have a lot to do these 3 days. Так что, знаете, у нас с вами на эти 3 дня работы выше крыши. We have to evaluate all of these areas, Нам надо с as I вами said. все перечисленные области отдиагностировать, продиагностировать. We have to ask the diaphragm, one, is it your fault? Во-первых, задать вопрос диафрагме, твоя ли это вина. And if the diaphragm says it's not my Если fault, она откажется, whose fault is it? тогда задаваться дальнейшими вопросами, а чья это вина. So we need tools with which we А can для этого нам evaluate нужны this инструменты, которые позволят оценить and evaluate сложившуюся change. ситуацию. We'll try to do this, Вот все это мы с вами попытаемся assuming that you осуществить. can apply the same things to the scoliotic patient. Полагаю, что то же самое вы потом сумеете применить в кабинетах, работая с пациентами, страдающими сколиозом. Okay, the next thing that we're going to do is I'll show you and then we'll go to lunch, Теперь следующее я вам просто продемонстрирую, потом пойдем обедать. is how to challenge the diaphragm itself. То есть следующая часть занятия – провокация самой диафрагмы. You saw one picture Одну картинку вы видели. that was shown by my colleague Andrea Cecchi. Андрей Чехи, мой друг, показывал And провокацию. it is a method that I showed many years ago Этот метод я демонстрировал много лет тому назад. that you can apply as well to the diaphragm. Говорил, что он, ну и сейчас говорю, что он применим к диафрагме. And I'm sure if I don't teach it correctly, Oscars will tell me. И уверяю, что если я что-нибудь сейчас, не дай бог, неправильно покажу, Оскар спуску мне не даст. And it's called ECT, Значит, аббревиатурно тест называется CCT, ECT, CCT RMT, и RMT. Перевожу на русский. which means contractile. I will do it. Тонус, значит, Thank ECT, тонус эксцентрического сокращения, ECT, тонус эксцентрического сокращения. CCT, тонус концентрического сокращения. Because, И oh, sorry, RMT, ну, латинскими буквами. in relaxed state. Тонус в покое. So, Тонус сокращения в покое. Уловили, да? ECT – тонус эксцентрического сокращения, CCT – тонус концентрического сокращения и RMT – тонус покоя. Слушаем лектора. So the question was, this is inspiration, expiration and half inspiration. when we're talking about the diaphragm muscle, yes. Если речь идет о диафрагме, то можно применить терминологию, которая была только что предложена. То есть вдох-выдох и полувыдох. When we're talking skeletal muscle, it would be contraction. А если речь идет о скелетных мышцах, откуда и пошла терминология, то это тонус концентрического, эксцентрического сокращения и сокращения покоя. So the same idea, yes. Идея та же самая. So let's look again. What controls muscle strength and velocity of contraction? Значит, что обеспечивает скорость и силу мышечного сокращения? Чем обеспечивается сила и скорость мышечного сокращения? Energy? Nerves. Okay, nerves. Yeah, let's just go Инновация, да, энергия, бог с ней. Все правильно, но не об этом. What mechanism in the muscle is part of the control of tonicity? То есть контроль тоничности мышцы. Верно, важно? The only part. What control center in the muscle? What control center is within the muscle that manages tonicity and velocity of А чем contraction? контролируется тот участок мышцы, который ответственен за тоничность мышцы? Yes, very good. И верно, клетками нервно-мышечного веретена. It is only the spindle.
Только веретено. that is the active tonicity. То есть только веретено является активным механизмом тоничности мышцы. Okay, it is connected to the cord and to the higher centers. Ну, That's конечно, тут надо говорить о связи со спинным мозгом, о высших центрах, но сейчас не об этом речь. but it's not the Golgi, it's not the free nerve То есть ending. надо иметь в виду, что это не свободное нервное окончание, это не сухожильный орган Гольджи. То есть тоничность мышцы обеспечивается клетками нейромышечного веретена. Years ago, I developed a mechanism by which we could challenge the tonicity response at the spindle cell itself. То есть фактически мы сейчас будем пользоваться тем, что мною было предложено какое-то количество лет тому назад, что позволяет оценивать тоничность мышечной ткани. We'll try to show you. Попробую показать, что я конкретно имею в виду. So Checky is showing something. То есть вот с точки зрения диафрагмы, Чеки показывает Now basically the position is процедуру. wrong. На самом деле положение его руки неправильное. So make note of Смотрите, дети this так делать нельзя. because what I started with doing years ago without really thinking about it was this kind of challenge. На самом деле я когда-то давно сам использовал такую провокацию и должен сказать, что дело это весьма бездумно. The challenge should be more distal or Провокация должна быть inferior более латеральна. and laterally. Yes. So because this, if we remember from the Reading speech, Потому что если мы сейчас вспомним доклад доктора Рейдинга, this is the functional part вот of где the функциональная часть diaphragm, диафрагмы. the costal diaphragm. То есть мы должны оценивать состояние реберной ткани диафрагмы, реберной ее части, там, где находятся контрактильные волокна. Поэтому рука должна быть ниже и латеральнее. This begins some of our more complex Вот тут мы уже переходим and specific muscle к более testing. сложному и более специфичному мышечному тестированию. We have to understand why we are doing it, То есть нам надо обязательно знать, зачем мы это делаем as well as how we are и doing it. как это делать. Now we are attempting by moving the fingers slightly more Значит, если laterally, мы сейчас мысленно переместим его пальцы пониже и латеральнее, to stimulate a portion, if we can, of the diaphragm. фактически рука будет в том положении, которое позволяет стимулировать реберную порцию диафрагмы, The muscular section. мышечный Now if we кусок remain диафрагмы. central as here, this is Yes. primarily tendon. Если поставить руку так, как она в данном случае стоит на слайде, то контакт будет в большей степени на сухожильном центре. So as to not confuse ourselves, we want to make sure we're more Поэтому, lateral. чтобы не путаться и чтобы знать, что, зачем и почему делаешь, нужно руку перемещать ниже, латеральнее. The second important part is the muscle we choose to evaluate Чрезвычайно важно хорошо думать, какую мышцу выбрать для диагностики, the stimulus. для того, чтобы оценить эффективность This is стимуляции. why I said we have to make sure that we do not put ourselves in the one-armed bandit Вот поэтому я начал category. свою лекцию с того, что не надо превращаться в одноруких бандитов и использовать только удобную для себя мышцу. Spindle cell challenge, Провокация нейромышечного веретена when positive, will not create a global indicator muscle не weakness. создаст глобальной слабости индикаторов It creates при положительности реакции. when the spindle cell is dysfunctional Когда веретено дисфункционально and efferent circuitry и цепь афферентной и эфферентной информации that is dysfunctional. дисфункционально, This creates what is called in neurology as discoherence. это приводит к тому, что в неврологии называется рассогласованностью. Discoherence is used in wave physiology. Этим термином пользуются физиологи, изучающие волновые процессы So ткани. if you're listening to a radio program, Слушаете вы какую-то радиопрограмму, it is on one frequency, one wave вы слушаете frequency. конкретную программу, конкретное радио на определенной волне. As another frequency starts to intervene in Как that, только начинает вторгаться другая частота, you get wave discoherence. возникает рассогласованность волн. And what you hear is more Вы уже instead начинаете of pure слышать sound. шум, треск, вместо того, чтобы слышать
то, что передается на одной волне. The same thing happens in the brain То же самое происходит в головном мозге. when we increase an abnormal stimulus Значит, that enters когда into the brain. увеличивается количество аномальной информации, поступающей по афферентной A системе, temporary discoherence. возникает временная рассогласованность сигнала в головном мозге. So if you ever use Viber, or WhatsApp Если когда-нибудь вы использовали программы типа WhatsApp или Viber, to talk to somebody, пытаясь поговорить с собеседником, and then all of a sudden their voice disappears говоришь, потом раз голос исчез, because the connection through the internet is not as good потому as что it should be. интернет не так хорош, как хотелось бы порой. That could be contrived as discoherence. Вот это тоже может называться рассогласованностью So сигналов. when the brain perceives this Когда мозг воспринимает lack of normal afferentation, недостаток нормальной афферентации, то есть когда мозг воспринимает аномальность афферентного сигнала, the normal unconscious efferents that exit from the brain нормальная эфферентная информация, покидающая мозг, on the opposite side с противоположной стороны тела, are temporarily disturbed, временно искажается. and this causes a change in the normal inhibition А это приводит к изменению нормальной ингибиции, that happens in the periphery of the которая body. происходит на периферии тела. Now, when normal inhibition does not occur, Когда нормальной ингибиции нет, this allows the flexor muscles to become dominant начинают доминировать мышцы сгибателей, флексоры. because they are the big bad brother that beats the little sister Потому что флексоры — это тот самый старший брат, который лупит маленькую сестренку for stealing his chewing gum. за то, что она украла его жвачку. So we know that as our brains degenerate Мы же все pathologically, прекрасно знаем, что при патологической дегенерации we головного become мозга flexor. флексоры начинают доминировать. And our ability to stand upright in И extension способность сохранять экстензию, то есть прямо стояние в данном is случае, only made possible by this continued inhibition утрачивается. То есть coming from the brain. обязательно должна быть естественная нормальная ингибиция. So taking this the next step, Переходим к следующему этапу. if she has a poor spindle cell function Если функция веретен нарушена at the diaphragm or any other muscle, на уровне диафрагмы или любой другой мышцы, pressure into the belly or the part of the muscle with that давление на веретенную часть мышцы, на брюшку мышцы, spindle cell dysfunction при дисфункции веретена increases the abnormal afferent input into the brain усиливает аберрантную, то есть искаженную афферентную информацию, and causes the brain to go, oh, и мозг what's this? впадает в замешательство. And that Компьютер спрашивает, это что normal такое? inhibition И нормальная ингибиция is temporarily taken away or временно reduced. отключается или ослабевает. This then makes extensor muscle capacity on Что that side, на самом деле the приводит opposite side, to become less. к снижению способности к сокращению мышцы разгибателя на противоположной стороне. Because in a normal situation, Потому что в норме, if you take away the inhibition, если устранить the ингибицию, flexor muscle becomes dominant мышца флексор начинает доминировать, and inhibits right away. и экстензор ингибируется сразу, мгновенно. So what we will note in this position, or this situation, То есть в нашей разбираемой ситуации is a weakening of the extensor capacity of the patient on the opposite side. мы будем обращать внимание на ослабление разгибателя с противоположной стороны. So we're going to show this after the break, Я после перерыва покажу все в деталях, but I want you to remember these basic но я principles. хочу, чтобы пока вы запомнили эти базовые принципы. If it's a peripheral nerve response, which includes spindle cells, Если мы говорим о периферической нервной реакции с включением веретена, the weakness that will be perceived on the extensors will be on the opposite side. выявляемая слабость разгибателей будет отмечаться на противоположной стороне тела. And when it's central, А если проблема, то есть если процесс центральный, the
because we'll be looking at the vagus nerve. Потому что мы с вами будем говорить и о блуждающем нерве, об вагусе. There is no crossover, Перекреста нет, and the weakness will be on the и same side. слабость будет на одноименной стороне. So when we get to the differential То есть, diagnosis когда мы дойдем до разговора о дифдиагностике, between the vagus and the между phrenic, поражением блуждающего нерва the way we diagnose as и to whether периферическом поражении, it is phrenic versus diagnosis, то есть phrenic or vagus. or not that, phrenic and vagus, yes. То есть если, по сути, мы, если мы диагностируем центральное или периферическое поражение, так скажем пока, It is the side of weakness мы будем ориентироваться на сторону That will tell слабости. you. То есть именно сторона слабости, либо одноименная, либо противоположная, скажет, на каком уровне поражения. and we'll look at this more До and more перекреста или после перекреста. as the days progress. Мы сегодня обязательно будем об этом говорить в больших деталях. It's lunchtime. We'll see you in Время 1 hour. обеда. Всем приятного аппетита. Через час возобновляем занятия. Okay. Дэвид? Джуз просит у вас спросить. Видите, какая молодец, моя обучающая. Не будете ли вы против того, что он сейчас покажет работу с пациенткой? Запятая. Точки еще не было. Знак вопроса еще не было. Дело в том, что пациентка старше той возрастной группы, по поводу которой идет вообще весь разговор и предлагаемые техники, потому что девушке уже 20, то есть период активного роста и формирования закончен. Поэтому Джозеф говорит, что увидеть какие-то изменения будет, конечно, сложнее по сравнению с тем, что если был бы ребенок более младшего возраста. Это раз. И во-вторых, он не успел рассказать все, что он будет делать. То есть он покажет, кратко обозначит, что он делает. Поэтому, если у вас возникнут вопросы, вы их, пожалуйста, запишите и будьте готовы услышать объяснение потом, когда лекция будет продолжена. Согласны в таком режиме? Потому что иначе все будет рвано и бестолково, а так, чтобы... Хорошо? Спасибо. Побольше комментариев. Ради. Татьяна Александровна, вернемся. Проходите, пожалуйста. Pajama, would you look? Don't be nervous. Не нервничайте, пожалуйста. I'll be nervous for both of us. Он будет нервничать за вас обоих, поэтому вам нервничать не обязательно. Just take a seat. Присядьте, пожалуйста, пока уже. Каждая вторая живая уходит. With this pretty young lady that has offered her body to science, Ну, во-первых, спасибо этой молодой девушке, которая пожертвовала свое тело науке. I've given my body to science, Я свое тело тоже науке завещал. but that's after I'm dead. Но это уже после смерти, в отличие от вас. You're lucky. Так что вам повезло. So, we're going to be using things that we haven't discussed. Итак, значит, мы будем сейчас использовать то, о чем еще в деталях не говорили на этой лекции. Some things you will know about. О чем-то вы, конечно, уже знаете, что-то будет для вас, возможно, новым. Our friend the magnets. Но вот наши друзья магниты у меня в руках. Low hertz vibration. Вибрационное устройство низкой частоты As opposed to по сравнению с dead. мертвым вибратором. Uh-oh. We have another. У кого есть что-нибудь похожее? This one's dead. Can I have a? Do we have a? Татьяна Александровна, зубные щетки у нас есть? Maybe just a battery. I need a battery. Ну, батарейки есть у кого-нибудь? Мальчики, обязательно должны батарейки, гвозди в сумках, коробки с шарами. Ничего нет. Что? A tuning fork will do? Pardon? A tuning fork. No. In the Мне past, нужно уже yes, пробовать but менять. Вот такую могу достать. okay. I have. I have. Maybe this will work. I have. Does it work? Yes, I just changed the battery. Нужна была русская аудитория, чтобы подсказать, что надо сменить батарейку. Что заработало. Okay. Спасибо. As opposed to high hertz vibration. Это высокая частота. Okay. And there's a reason for this.
Подготовлен такой инструментарий не случайно. And something here that is, I'm hoping will work. И вот кое-что, что я надеюсь даст результат, It's called God drops. называется божественные капли. Bosher my drops. Капли, Боже мой. And we'll discuss that as well. Мы о них тоже будем говорить. But many of the things I'll be doing Но многое из того, что я буду сейчас делать, for time problems, на данный момент I won't discuss in detail what я не I'm буду doing. обсуждать во всех деталях, просто для того, чтобы не рассеять ценное для нас время. You will find out during the weekend, Но okay? на семинаре мы обязательно все это будем разбирать. Otherwise it would take all weekend just to finish with her. А иначе, знаете, если я буду сейчас все объяснять в деталях, нам придется потратить все 3 дня для того, чтобы одновременно с демонстрацией прочесть вам все те лекции, которые я намеревался. What's your name? Кейт. Okay. That's what I thought I heard. Екатерина. Okay, thank you. Speak English well. Нет, нет. Замечательно. Человек задает вопрос по-английски, говорите по-английски? Нет. How old is she? Сколько вам лет? 20. When was her scoliosis Когда diagnosed? вам диагностировали сколиоз? In childhood. 10, 11? 10, 11, сколько вам Or было? before? Или раньше? Earlier. Earlier. So, Раньше? I was in the kindergarten. okay, when does any of her relatives have А у scoliosis? кого-нибудь в семье есть сколиоз у старших? My mom? Okay, we have a genetic То есть, predisposition. видите, уже есть генетическая предрасположенность. У мамы тоже сколиоз. Now, did you wear a brace? Носили что-нибудь, корсет или что-нибудь? So it's not that bad. То есть не так плохо все на самом деле. Yes, yes. Или плохо. Вот это как утвердительное кивание головой. Что означает? В детском сайте был первой степени сколиоз. So they diagnosed the first degree scoliosis in the kindergarten. And now, А сейчас? Третий. Third degree. third degree. Out of how many degrees? А сколько всего степеней? She doesn't know. 4 or 5? Доктора. 4. So pretty well advanced, but Ну, то есть it's. достаточно далеко зашедший, если верить тому, что было диагностировано. Can we see your back if you Встаньте, stand? пожалуйста. And А футболку можете снять? face them. Будьте любезны. No problem. And face me, and they can see. К аудитории спиной встаньте, пожалуйста. I will do it. И я тоже гляну. Now we have an S scoliosis. Can you bend? Вперед наклоняйтесь, пожалуйста, с головы. So we have thoracic cage changes. Видите, есть изменения грудной клетки. So we have the concavity here, Здесь вогнутость concavity here. и So we здесь have вогнутость. both sides concavity То and есть the с обеих convex is сторон. on this side. Okay? Just for us. Это для себя, мы только для себя, чтобы понять, о чем идет речь. Okay? So we Еще раз. На камеру. Shall we ask Kate to be over there so that the camera sees and the people over there see better? okay. Хорошо. You have to tell her to face Будьте the любезны. camera. Нет, поближе к камере, чтобы камера видела вашу спину. Так лучше? Just the Отлично, в смысле очень хорошо или отлично от того, что было? Очень хорошо. Did they want her to bend over? Наклон тоже показать? Да. Будьте любезны, наклонитесь еще раз. So we can see the curvature of the. Видно, да, искривление? And decrease of the kyphosis in the thoracic. Flattening of the kyphosis. Oh, okay, yes, yes. Okay. Согласен с тем, что есть уплощение кифоза в грудном отделе. So Прошу, knowing. выпрямляйтесь. So she can sit. Присаживайтесь, пожалуйста. So knowing what we've discussed already, Ну, то есть, зная уже то, о чем мы с вами говорили, we want to look at several things. значит, нам надо с вами отследить несколько моментов. And the most obvious would Самое be what? очевидное, что... Ну, что очевиднее всего в том, что мы будем сейчас делать? Just make Диафрагма. diaphragm. Диафрагму посмотрим. Also what? Еще что? Pelvis. Хочет ли вы Okay, pelvis we haven't If, discussed yet. if the spine wants to be straight. Right. Совершенно верно. Хочет ли позвоночник выпрямиться? Does she want to be straight? Хочет ли она вообще быть прямой?
And then we look at diaphragm А потом посмотрим and other диафрагму, functions. и потом проверим прочие функции. So first thing is to make sure the spine, То есть сначала нам надо убедиться, удостовериться в том, that reminding us what Redding said, помню, что говорил доктор Реддинг, the spine governs rib cage позвоночник управляет грудной клеткой, and lung and diaphragm function, функции легких и диафрагмы. and inversely, they all govern the spine as well. So Точно так же надо сказать, что справедливо и обратное. one of the things I developed years ago Значит, какое-то время тому назад я разработал вот что. was the idea, the concept that maybe the spine didn't want to be straight. And this То есть я is, себя как раз тогда спросила, что делать, если позвоночник не хочет быть прямым, как это узнать. and this is what causes us a lot of problems. Потому что именно с этим связано основное количество проблем, или очень большое количество So проблем. I'm going to ask Kate to sit on right here. Сядьте, пожалуйста, вот сюда. And we're going to do some testing that we'll do later on. Значит, проведу некоторые тесты, которые мы с вами будем отрабатывать позднее. So I'm just going to perform something that some of you know, jugular compression. Некоторые из вас знают, это еремная компрессия. And there's no positive jugular compression. Положительного теста нет. So stand up. Вставайте. I'm going to perform it in different positions. В разных положениях тела тест еремной компрессии. Walking with one foot forward. Одну ногу вперед, Walking with the other foot. другой ногой. Nothing evident Ничего очевидного. on the dura. С точки зрения твердой мозговой оболочки. We're going to test some muscles Теперь потестируем мышцы. on her back. На спину, пожалуйста, ложитесь. And whoever mentioned pelvic stability, we're going to look at the psoas, Мы уже упоминали с вами стабильность таза, поэтому посмотрим поясничную мышцу. the iliacus, Подвздошную. and then the piriformis. И потом грушевидную. And we could be doing K27, which Можно is использовать probably точку К27. good to do, but we're thinking structurally. То есть пока мы мыслим структурально, хотя К27 не помешает. Now, don't do your iliopsoas testing on the opposite side like Не that, проводите этих тестов стоя с противоположной стороны. Я это делаю исключительно в демонстрационных целях. because you can make a lot of error, Потому что стояние с противоположной стороны провоцирует большое количество ошибок. no reaction there. Здесь тоже реакции не получили. I want her to breathe in, Глубоко вдыхайте. breathe out, Выдох. and breathe in, Вдох. and we'll see if she can switch with the head and the feet. Прилягте, пожалуйста, головой в эту сторону теперь. Также нас See if головой the сюда. camera can capture this. Камера поймает, не поймает движение. So, can you see? Видно? Breathe in. Вдох. The left does tend to stop before. Левая сторона прекращает движение прежде правой. Вдох. And this one continues slightly. То есть правая еще немножко вдыхает, а левая уже нет. Tell her that I'm going to Сейчас надавит к спине и в голове немножко, то есть будет мешать дышать. So we're going to look, Следим за выражением лица. and she's turning red, Покраснело лицо. and she doesn't like it. Но ей явно не нравится. Неприятно So было? that's positive as well. Катя говорит, что было очень неприятно, это тоже положительный признак. Not able to change to lateral excursion. I'm changing my contact. Не поменял This is контакт рук, worse. Okay. контакт рук, и даже хуже стало. Не хорошо, да? Неприятно было. Okay. So we know that we have that. То есть здесь уже тест положительный, берем себе это на заметку. So we're having some changes there. Okay, turn and sit up Садитесь, пожалуйста. on the stomach. Теперь на живот. We'll just check some other postural muscles. Проверим другие постуральные мышцы. Inside. Push. К аудитории стопой сюда. In Вот towards такое делайте her движение. left. Push. Ну, толкайте ногой. There. Push. So, Сопротивляйтесь теперь. good. This. То же самое это ногой. Push. Толкайте ногой. Good. She's not responding in general То есть общих реакций нет.
many muscle weaknesses. То есть мы не обнаруживаем большое количество мышечных слабостей. We could go through many others, Конечно, мы могли бы продолжить эту работу. but let's just change and have her sit. Сядьте, пожалуйста, Катюша. Но давайте немножко поменяем ход действия. And sit over here. Поближе к краечку. So one of the things that I decided was to see if the body liked, if we increase the scoliosis, if the body То есть, когда я задавался вопросом о реакции тела на наличие сколиоза, я себя спросила, а может тело хорошо отреагирует на усиление сколиотического искривления? Может, это ему понравится? And the reason for this is because Goodhart many years ago Еще много лет тому назад made a comment Гудхарт сказал вот что. that some people that have anemia У некоторых людей с анемией will weaken to iron. происходит ослабление на железо. So it doesn't make sense. Казалось бы, полная бессмыслица. So obviously their body was rejecting То what есть it needs. по какой-то причине тело отвергает то, что ему по сути должно быть полезным и нужным. So what we're going to see is if Kate, Kate's body understands that the spine should go straight. Так что давайте попробуем спросить Катина тело, понимает ли оно, что позвоночник должен быть прямым. So I learned early on to try and compress the spine. То есть я пытался еще когда-то делать компрессию позвоночника. To increase То есть the фактически curvature. создавал краниально-каудальную компрессию для того, чтобы сделать искривление более And she глубоким. has no negative reaction. She accepts that. Видите, тело прекрасно это принимает, то есть никакой отрицательной реакции тело на усиление искривления не выдало. Maybe I'm not strong enough. Может быть, мне самому просто силы не хватило. Let's ask Mr. Strongman, Выйдите, пожалуйста, к нам. my guru, Да, мой сильный друг. big man. He's going to push down from behind. Сзади встаньте, пожалуйста, и создайте компрессию. And we can ask Kate to relax and just. Катюша, вы расслабьтесь, не сопротивляйтесь Okay, давлению. сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Рукой сопротивляйтесь, а телом нет. Сопротивляйтесь. Ready? Again. Еще раз давайте. I'm just making sure. Сопротивляйтесь. Мне надо самому убедиться, что я получила ту реакцию, которая мне показалась. Terribly strong, То есть нет, конечно, прям такой силы. but I'm going to check a different muscles. Я просто проверю другие мышцы теперь. Okay, сопротивляйтесь. And I'm testing the biceps for a reason. Бицепс тоже протестировал не просто так, не без причины. Because I think because of his heavy pressure, he was compromising the Я acromioclavicular. просто подумал, что при таком сильном давлении на плечи может быть скомпримирована функция акромиально-ключичного сустава. Causing a little weakness, so I А wanted to из-за test этого могла it. возникнуть слабость. То есть Okay. просто для того, чтобы отделить одно от другого, взял бицепс для тестирования. Now we're going to do it opposite, Теперь сделаем противоположное. and I'm going to have you lift up Вот так. Приподнимайте ее, пожалуйста. mastoid За суставидные process. That's отростки. it. This extends the spine. Наш позвоночник стал более длинным, разогнулся. Oh my goodness. О, боже мой. Again, Еще раз. push up. Biceps weakness. И бицепс ослаб. Moment. Подождите. Сопротивляйтесь. Okay, pull more. Тяните. All muscle weak. Видите, все тестируемые мышцы ослаблены. So this tells us something. Это уже на что-то нам намекает. Either Либо she doesn't like her head being pulled on, ей просто неприятно, что ее тянут за голову, or it's related to the spine. либо реакция связана с состоянием позвоночника. So if you believe that it might be a suboccipital or a cervical То есть, если problem, вы подозреваете, что положительная реакция была вызвана состоянием субоксипитальной области, we do it differently. давайте проведем тест по-другому. Under the arms, lift her up. Теперь за подмышки, нет, за подмышки возьмите Yes, и and lift вытягивайте up, их. stretching the spine, Позвоночник также тянем. more the spine than lifting the То есть не shoulders. плечи поднимайте, а плотно возьмите, чтобы тянуть позвоночник. There we go. Вот, теперь хорошо. Weakness, Слабость, not as strong. хотя не такая явная. And the biceps is weak, and you can feel the weakness И бицепс because слабый, причем эта слабость очень хорошо ощущается. she anticipates the test and flexes even То more. есть она уже понимает, что я сейчас буду пытаться разогнуть руку и старается преждевременно согнуть ее еще больше. Weakness. Тоже слабость. Down. Теперь вниз, пожалуйста, надавите.
Очень сильная, very strong. Спасибо. So this we now know excludes the idea that it might be just Вот таким cervical. образом мы с вами исключили возможное участие в подзатылочной области. То есть теперь мы знаем, что реакция вызвана не ее состоянием. Her body is still doing what? Тело по-прежнему говорит о чем? Doesn't want to straighten. Doesn't want to straighten up. Тело не хочет выпрямляться. And this is the problem we are faced with. Вот с этой проблемой мы постоянно сталкиваемся. All our efforts are Все being наши resisted. усилия будут встречать сопротивление со стороны тела. So all the people that have tried to help her, if they did, Но если кто-то пытался вам до сих пор помочь, have been met with a very strong resistance. сталкивались с очень сильным сопротивлением со стороны тела. And her mother too. Да и мама тоже. Now many things are passed between mama to children, as we know. Но мы знаем, что, так сказать, между мамой и детьми проходит достаточно много времени. Especially immune system information. Особенно, когда речь идет о состоянии иммунной системы. Mothers pass this information so we don't die right away. Значит, мать передает информацию, чтобы мы сразу не померли. And then we also know mother's milk is full of good Потом мы stuff. знаем, что очень полезно материнское молоко. То есть формирование иммунной системы проходит целый путь. When I first started doing this many years ago, Я когда только начала этим заниматься много лет тому назад, I tried to search for a local я reaction пытался искать локальные реакции, that caused this. которые могли вызывать So такое we're going to состояние. ask our friend again to come up, Пожалуйста, снова помогите нам. and he's going to perform the extension of the spine. Well, or straightening, okay. Значит, мы вас попросим снова выпрямлять позвоночник, вытягивать позвоночник. Yeah. And I'm going to search А я буду искать. using the biceps. Искать, используя бицепс. And we're just going to search Просто ищу. and see if something shows up. Посмотрим, проявится что-нибудь или нет. Sorry, come up back here. Strong, Появилась сила мышцы. strong. Again, pull. Еще раз. Strong. Take the magnet away. Убрал магнит. Pull. Still strong. Okay. По-прежнему еще сильная. Still strong. We have to wait. Давайте подождем. Do it again. I might be wrong. Давайте еще раз сделаем, я, может быть, ошибся. Now it's weak. Нет, слабая. And again. Еще раз. That therapy localization lasts a long time. Смотрите, как долго держится эффект терапевтической локализации. It takes a while for the change produced by the magnet at То есть the требуется время на то, чтобы исчезла та реакция, которая была спровоцирована магнитом в подзатылочной области. to have an effect, to return to abnormal. Чтобы ткани могли вернуться в свое привычное нормальное I'm going to состояние. palpate her suboccipital А area. теперь просто пропальпирую субокципитальную область, а вы следите за выражением лица. Not too bad, Неплохо, да? no? Нормально? Не больно было? Now I want to stretch, Еще раз тянем. create the weakness, Воспроизводим слабость. and I'm going to palpate again. А теперь снова попальпирую. No Не change. появилась боли? Change here. Вот и боль, которой не было до Why do I этого. do that? Those of Зачем you я who так know. сделал? Кто знает? To be sure that you found the right thing. To show that perhaps I'm on the right track, yes. Чтобы убедиться, что я верной дорогой иду. If this is a hidden problem, Потому что если здесь у нас скрытая проблема, don't see it. и мы ее не видим, What makes us see it? как ее увидеть? Pulling. Потянуть, It opens up the door. чтобы открыть дверь. Once the door is open, И когда дверь открыта, the dysfunction becomes momentarily obvious. дисфункция мгновенно выходит на поверхность, она становится очевидной. So Kate had the palpatory pain at the Так что у Кати suboccipital появилась area. пальпаторная боль в подзатылочной области. Now, what I usually found causes this is an immune reaction. Я по опыту могу сказать, что это, скорее всего, следствие иммунной реакции. So that's why I brought these. Вот поэтому я вот это принес. Bozher boy drops. And I'll Капли под explain. названием «Боже мой». I'm hoping, crossing my fingers, Ну а теперь держим кулачки. this will work.
И надеемся на то, что все получится. So we're going to have her hold it. These are homeopathically prepared, Это гомеопатически подготовленное средство. and we're going to see. Сейчас посмотрим, что будет. Very strong, Очень сильное. very strong. Очень сильное. And we're going to have her walk a Походите, bit, пожалуйста, теперь. With the drops. not too far. Yes, with the drops. С каплями. Походите, но не уходите от нас далеко. And come back Садитесь, пожалуйста. and do the same thing. Делаем то же самое. And now we're going to have him push. А теперь, наоборот, Weakness. слабость. Push. Wow. Weakness. What does this tell you? О чем эта слабость говорит? Took away the adaptation. No. Well, now she doesn't like to be scoliotic. Right. That's it. Теперь ей не нравится сколиоз. Вот о чем это She говорит. went from wanting to be curved То есть поначалу она хотела быть кривой, to recognizing that the curve is not normal. а мы ее подвели к тому состоянию, когда тело понимает, что искривление не является нормальным. We have to make this first step. То есть нельзя обойти стороной этот первый шаг. Его обязательно надо сделать. To be able to give her a possibility Для of того, change. чтобы дать телу возможность меняться. Does that make sense? Я понятно объясняю? A little bit? Okay. Хотя бы чуть-чуть. So we're going to take these away again Так, снова убираем капли. and have her walk farther all the way Походите, to пожалуйста, теперь подальше the middle уходите. and back and До конца аудитории, потом обратно watch возвращайтесь. her move. Смотрите, как она двигается. I'm already seeing the negative change again. Я снова вижу отрицательное Watch her влияние. hips Смотрите на бедра. and the way she moves. Вообще на общий паттерн движения. Okay. And I'm hoping that this will show again, and she holds it and does it. Ну а теперь с каплями. Now the left side starts kicking in more. Левая сторона начинает активнее включаться в работу. There's less. Can you see the change already? I can. Видите или нет? Джозеф говорит, что видит. Shoulders are starting to move, but the hips are more obvious. Намек движения плеч появился, но таз, очевидно, двигается лучше. Very interesting. Смотрите, как интересно. Now we're going to have her hold the drops Теперь держите капли, and lay on her back. ложитесь на спину. And I'm going to test some muscles. А я протестирую некоторые мышцы. Psoas, Поясничная, strong. сильная. Ой, Iliac. простите, илиакус. Подвздошная. Поясничная. Psoas. Поясничная. There's nothing there. I don't have to test. She's got that tremor. Видите, уже тремор, мне даже давить не обязательно. She feels it. She И она can. сама чувствует. It's gone. Choo. Oh, nothing. Вообще нет никакой силы. Iliacus. Илиакус. Nothing. Вообще ничего. So what was not present is now becoming То есть то, evident. чего не было ранее, теперь вышло на поверхность, теперь стало очевидным. Just on her stomach. На живот, пожалуйста. Катюш, на живот. Push in. Good. Push in. To the right. It's not working. Видите, не работает, она даже не понимает, куда давить. Ей надо She думать. has to think more to make it То work. есть с этой ногой ей надо больше задумываться о том, какое движение совершать. So what is happening on the left side? Что происходит с левой стороной? Muscles are turning off. Мышцы выключаются. Okay? Sit up. Садитесь, пожалуйста. Push up. No, I'm just compressing. Нет, сейчас он просто делает You're компрессию. finished. Bye bye. Thank you. Спасибо, мы с вами закончили. For now. Пока, пока закончим. Okay. I'm feeling a change in sternocleidomastoid muscle tension right to left. Я, во-первых, чувствую изменение напряжения грудино-ключично-шестовидной мышцы. The right side was more tense before, and now it's more soft. Раньше правая сторона была более напряженной, сейчас она стала мягче. So we'll do a jugular compression. Делаем еремную компрессию. Nothing. Ничего. I'll
I'll do one side only. Теперь только одну сторону. Negative. That's the left Отрицательно. side. То была Right левая side. сторона, теперь правая. Nothing. Тоже ничегошеньки. Okay. We are finding Pandora's box. То есть, по сути, мы открыли ящик Пандоры. And this is important not just to allow her to recognize that То she есть, needs to очень be важно straight, не только, чтобы тело поняло, что ему лучше быть прямым, but to help her do that. но и, так сказать, помочь ей на всем ее дальнейшем пути. Now we're going to do another thing Теперь еще кое-что, that we started to discuss. о чем мы So we начали need to have her разговор. walk to reestablish the pattern. Снова походите, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали. We don't want her fixed. Зачем вы нам здоровы? Still better. Все равно еще Now look how лучше. that left hip is starting to sag. It can't come on anymore. It's Левое, amazing. левое бедро прям не хочет сдаваться. Начало работать, так и продолжает. The left hip is having trouble recovering. I can see it very easily. Видите, левому бедру трудно вернуться к тому, от чего мы ушли. So we'll have her lay down on the table again. На спину, пожалуйста, On the back. ложитесь. So this is what we were discussing earlier. Это то, о чем мы с вами ранее говорили. We're going to evaluate the spindle activity Посмотрим реакцию веретен, активность веретен, of the spine, of the diaphragm. диафрагма. Now we'll discuss it more after this. В деталях объясню все потом, а сейчас просто So посмотрите. I'm moving towards the costal diaphragm as much as Значит, possible. подбираюсь максимально близко к реберной части Just диафрагмы, using my thumb. большим пальцем, Push, pull back. So назад руку. this is relaxed. Расслабленно. Duck. Negative. Nothing on either of the Все three. отрицательно. The opposite side. Другая сторона. I won't move to test it Я не normally перехожу на другую сторону кушетки только потому, что хочу, чтобы вы видели. so that you can see. Relaxed. Contracted. Nothing. Ничего. So we go back. Вернемся к тому, We're что going to было. test something else. Потестируем что-то новое. Going to vibrate. Используем вибрацию. Breathe in. Вдох, Vibrate. с другой стороны вибрация. Вдох, Nothing. ничего. We're going to sit her up, Садитесь, пожалуйста. and she's going to face me so that you Лицом, can see. лицом к Джозефу. And we're going to do something else. Теперь сделаем кое-что другое. Stimulus. High Включить frequency. вибрационный стимул, High frequency stimulus is nerve. то есть стимулируем нерв. Нервы стимулируются высокочастотной вибрацией. Nothing. Тоже ничего. Opposite side. Другая сторона. So we're on the concavity. Там, где вогнутость. I think. Yes. Мне кажется, я правильно попал. Nothing. Тоже ничего. We do again. Берите снова капли. No walking. Not too far. Далеко не уходите. Just to see the left side kicking. Okay, that's enough. Достаточно, просто чтобы полюбоваться левой стороной, как она работает. Sopra-te-ventus. Sopra-te-ventus. Positive. Положительная реакция. Negative. Отрицательная. Positive. Положительная. Interesting. Huh? Интересно? Нет? So Да, нет. there's a concavity here and a concavity here, and they both react positive. Положительно отреагировали два участка в вогнутой And the Части дуги. convexity doesn't.
А страна выпуклости не отреагировала ни в одном, ни в другом случае. They only show up when the body recognizes or the spine Причем реакция recognizes. стала положительной только тогда, когда мы дали телу возможность распознать негодность сколиотического искривления. That it needs to go straight. То есть только тогда, когда мы объяснили телу, что надо быть прямым. To me, this first realization На мой взгляд, вот это первая реализация, это первое осознание, was like God spoke to me. подобно божественному слову в мой адрес. The person closest to God is Oscars. К Всевышнему, конечно, ближе всего Оскарс из нас из всех. When he reminds me what I should do. Потому что он мне без конца напоминает, что я должен был сделать чего и не сделал, что я сделал не так. You should be amazed at what happens just on a simple. То есть, смотрите, казалось бы, так все просто, а вы уже должны быть в изумлении, в состоянии величайшего изумления. So То ли это now, после обеда, то ли это еще что-то, но лица не очень изумленные. let me должна think if I сказать. want to do some other things. Давайте покажу вам еще кое-что. Oh, yes. So we had vibration, Да, взбодритесь. positive, Итак, получили положительную реакцию на вибрацию. Слушаю вас. Один взбодрился, молодцом. Магнит, когда прилаживали север, был или юг? Was it north or south of the magnet? When you were oh, searching? it doesn't matter, but it was south. Был юг, но это совершенно не имеет никакого значения. But it doesn't matter. It could have been north Точно так же мог бы север использовать, то же самое. because it's metabolic. Просто указывает на метаболичность проблемы. So we have Kate like this, Итак, Катя у нас вот такая. okay? So Вам we видно have этот цвет фломастера? positive vibration. Oops, no, Could it's the other you, way. could you have another color? Huh? Could you have another color? No, Doesn't show very well. there's only green. Нам бы фломастер какой-нибудь поярче. Этот красивый, но плохо виден. I was looking, but there's only chalk. I can maybe do it in chalk. Если нет фломастера, будем писать мелом на доске. Как было бы хорошо, как в школе, давно-давно. Oh, yay. Thank you. So let's make sure. Okay. She's much more upper than lower, I'd say, but still. So, Meaning that the lower is better. hmm? Meaning that lower she's better. She's better than. Внизу, кстати, сколиоз не такой плохой, как сверху. Can we see that? Пытался избежать. Лучше видно. And with the drops in her hand, А когда она берет в руки капли, I have to remember. you told us it was positive on the concave. That's what I'm trying to remember. I'm trying to make sure that I'm not cheating. Значит, пытаюсь еще раз перепроверить для того, чтобы не играть в игру «Обмани себя сам». So, because I got confused as to where it was positive. Лишний раз лучше перепроверить, чтобы не делать ненужных предположений. So, Luz, боже мой. Капли. Couplet, drops. Okay. I said yes, she's the drop plus the drops. Vibration is positive. So high frequency vibration. Pardon? High frequency. High frequency, yeah, nerve, means nerve. То есть тестирование при помощи высокочастотного стимула, который направлен на выявление функций нервов, Means the nerves are very sensitive on these sides. дал Right? положительную реакцию на стороне вогнутости сколиотических дуг, что означает, что нервы с этих сторон чрезвычайно чувствительны. And now I'm going to change, and I'm going to add finger. А теперь добавлю пальцы. So I'm going to push Буду просто надавливать on the paravertebral muscles. на паравертебральные мышцы. So I have to find them. Найти сначала надо. Okay.
Strong. Сильные. Rotate. Rotation. Теперь с ротацией. There we go. Положительная реакция. No drops. Sorry. Теперь без капель. Надо подождать немножко. Rotation. Was it this way? No, it was this way. Same rotation. I have to make sure I'm on the same spot. Та же самая ротация, надо быть на том же самом участке пальцами. Gone. Видите, нет реакции без капель. Drops. С каплями. Rotates. Making sure. Positive. Положительная. Same thing on the other side. То же самое с другой стороны. Sorry. Positive. In Тоже rotation. положительная в ротации. To the opposite side of the positive vibration. То есть сторона противоположная положительная вибрация. Rotation here. Negative. Тут отрицательная. So we're having with the drops. То есть с каплями получили вот какой паттерн. So this is vibration Это вибрация, and this is spindle cell. а это веретено. So what did Redding say about the side of greatest dysfunction of the lungs? Что говорил Рейдинг о стороне наиболее выраженной дисфункции легких? Concavity На or стороне convexity? вогнутости или выпуклости? Concavity. Very good, На стороне yes. вогнутости дуги. And we're finding the same И мы, thing. по сути, обнаруживаем абсолютно то же самое. The concavity is the problem То side, есть именно сторона вогнутости является проблемной, and the convexity is the а compensatory side. сторона выпуклости является компенсаторной. Is everybody with me Все следят за ходом мысли so пока? far? Нет, no. Да, нет, он спрашивает. Нет. Здесь даже из Am прошлых I всех losing приездов you? он хорошо знает эту фразу. Да, нет. Наверное. A little bit. Ну, как отреагируете? Он уже спрашивает, я вас что, потерял уже? Что, да, да, на слово потерял? Нашел, да. They're with you. This is what you find. Это как раз то, что вы будете обнаруживать в своей повседневной практике. And what's interesting with this is I taught this in Lithuania, Интересно, я преподавала and тот it's же the самый same материал things we're finding в Литве, и мы обнаружили абсолютно то же самое in 2015. в 2015 году. So they So, are also humans. pardon? They are also humans. They're also humans. Okay, on your back. На спину, пожалуйста. 1, 2 other tests. Еще два теста. Going back to the diaphragm. Возвращаемся к диафрагме. This would be on the concave side, Это вогнутая сторона. right? Верно? Изображение опять нет. Александр? Oh, sorry. Есть? Сопротивляйтесь. Resting, nothing. В покое ничего. Breathe in. Breathe in. Вдох. So what do we have Это что? Weakness. in the В каком тонусе? CCT. okay? You with me? Okay, breathe out. Выдох. Okay. Opposite side. Другая сторона. Сопротивляйтесь. Breathe in. Выдох. So far, everything that Видите, до сих пор Redding has talked about makes sense мы получили абсолютное подтверждение слов with what доктора we're Рейдинга. finding, right? То есть все абсолютно подтверждает то, что мы от него услышали. Are we together? Ну что, вы еще здесь? Да. Мы в шоке от капель. Left diaphragm. They're shocked by the drops. There. Impressed by the drops. Me too. Я тоже. And
and I'll tell you about them. That's a funny story. Я, кстати, вам про них расскажу, достаточно забавная история. One other test. Еще один тест. Extensor muscle, Мышца-разгибатель. low hertz vibration, Низкочастотная вибрация. выдох, вдох, weakness. На вдохе слабость. This challenges the costal diaphragm. То есть это была провокация для реберной части диафрагмы. Выдох, вдох. Nothing. А с этой стороны ничего. Everything fits То the есть pattern. все абсолютно укладывается в один паттерн. So what do we do? Делать что? Where do we start? С чего начинать? Some say with tail, some say with the drops. Drops. Where did she go? Катя, куда вы дели капли? На стуле лежат. So I better check how long it lasts. Надо сначала проверить, как долго держится эффект. Still there. Все еще не пропал. Walk. Выходите. It's called the Lazarus effect. Эффект Лазаря. Okay, that, Я не слышала, что вы сказали. now it's starting. Why do I have her walk? Почему я просила ее ходить? Вернуться в исходное To состояние. come back to the initial stage. To bring her back to Да, чтобы the, вернуть ее туда, откуда мы ее забрали. go. Now she's returned to the compensatory state. Но теперь вернулось компенсаторное состояние. Very strong. Очень сильное. So, we obviously have to help her body recognize that she doesn't want to be in this state. То есть, конечно, надо помочь телу распознать, что не надо быть в этом состоянии. We can do several other things that I won't go into to Я, make конечно, sure. могу показывать вам еще и еще, но пока ограничусь уже показанным. Before I would recognize, she can sit, Садитесь, пожалуйста. and I'm just going to tell a story. Я просто расскажу одну историю. Before, Прежде I would identify as much as I could the pathogen, я все пытался определить патоген. and usually it's viral. Обычно патоген оказывался вирусом. And herpes zoster is one of them, Я уже упоминал герпес зостер. but it can be things like cytomegaloly and Хотя может быть и цитомегаловирус, и еще что-нибудь. But research, as you might know, in the world of the immune system Но is исследования в области иммунной системы, может быть, это знание у вас progressing есть. very rapidly. Ну, на самом деле исследования в области иммунной системы продвигаются очень быстро. And the idea that viruses can pass by the placenta Вирусы From our могут mother to проходить плацентарный барьер. is very, very important and significant. А эта информация чрезвычайно важна, это знание нужно. Not only that, but the Мало memory этого. of the virus can be passed. The memory, Может not the передаваться virus даже itself. память о вирусном поражении, в отсутствии самого вируса. As the mother imparts that knowledge to us as we're. То есть фактически мать может передать не вирус, а память о вирусе. So sometimes we don't have the infection, we just are possessed of the То есть иногда desire to combat it. самого поражения нет, но память о нем есть. But that's another story. Но это совсем другая история. Some years ago, Какое-то время тому назад a patient of mine returned from his travels, мой пациент приехал из отпуска, and he's started a company to mine some ore. и открыл компанию по добыче золота. Now, we had treated him successfully for intestinal Мы на самом деле problems, его лечили по поводу пищеварительных проблем, allergies, things like that, избавляли его от аллергии и так далее. and he was better. Он чувствовал себя лучше. But when he was down with geologists in the mines, Но когда он в шахту погружался или опускался с геологами, one way to analyze very quickly the content для того, чтобы очень быстро проанализировать состав is to take a chunk породы, and lick it, можно, так сказать, взять кусок породы и лизнуть. and they can tell the mineral content
very quickly, То geologists. есть геологи настолько обучены, что они могут, лизнув кусок породы, сказать, из чего этот кусок состоит, какие минералы там присутствуют. So this is interesting. Уже самому по себе это He интересно. learned that. Ну, то есть вот этот вот бывший пациент тоже этому обучился. After a short period of time of licking, То есть какое-то время, нализавшись всего в шахте, he got his allergies back. он вернул себе все свои аллергии. They went, "Toom." То есть они раз и вернулись. So he flew back to Italy, Значит, он снова прилетел ко мне в Италию and he says, I've got my allergies и back. говорит, слушайте, аллергии где были, там и есть. And I said, well, I don't understand. They Что were вы better. говорите, что я не пойму. Вам было And хорошо. he says, I don't eat fish and crustaceans Он говорит, and я all this рыбу other не ем, stuff. там то не ем, все не ем. То есть все, что не показано, ничего не ем. And I said, I don't know what it Да, is. ну, знаете, тогда я не знаю, что с вами. So I tested him, Я его снова потестировал. and I found the vials for bacteria and virus. И эти бутылочки с вирусами и бактериями дали положительные реакции тела. And I thought, that's strange. Я подумал, странно. And I said, what have you been doing? Я его спрашиваю, а в тот период, что я вас не видел, вы чем занимались? The only thing I can think of is that when the Он geologists are говорит, я there, могу придумать только одно. Вот когда я с геологами работаю, I lick this ore. я вот эту породу облизываю. По-русски это называется нализался всякой грязи. So he says, I've got some in my car. Как дети, ей-богу. Он говорит, у меня кусочек породы есть в машине. So he went down and brought this ore. Значит, он пошел, принес кусок этой породы. And I said, okay, Я говорю, ну ладно, lick it. лизните. And he weakened everywhere. У него все ослабло, все подряд. Nothing was strong. And I said, Вообще ничего сильного не осталось. okay, I'm crazy. So my friend, the dentist, Я думаю, нет, я ненормальная. Я позвал друга. you lick it. And he says, no, I don't want to lick it. Стоматолога позвал, лизи, он что, ненормальный? So I said, okay, just, Я говорю, ну так, вот тихонечко тогда, пальцем хотя бы. and he weakened globally. И у него тоже возникла глобальная слабость. And my dentist friend said, now it's your turn, you lick it. So we did the same thing. И стоматолог говорит, ну что, меня застрял, теперь сам облизывай. And everybody that licks the ore То weakens. есть, кто бы не лизнул породу, у всех слабость. And what strengthened them was the vials for virus and bacteria. И только используя эти ампулки с вирусами и бактериями, нам удавалось достичь исходной силы. This was the oddest thing I had ever Ничего более странного я в своей жизни раньше не видел. And the ore is actually very superficial, На самом деле золото залегает очень поверхностно, close to the surface. близко к поверхности. And I said, okay, if it's virus and Я говорю, bacteria, подождите, если это вирус и бактерия, I то есть я said, что-то начинаю сомневаться. When Я использую did this- латинское слово для обозначения золота. Может, я вру, может, не золото. when did this ore come out of the earth? Мы, значит, спрашиваем, я себя стал спрашивать, а когда порода вышла на поверхность, когда она стала залегать так поверхностно, то есть в какой период времени? And he said 400 million years ago. Он говорит, 400 миллионов лет тому назад. That's when dinosaurs were still around, but not Динозавры еще us. были живы. And that's before dinosaurs were killed off. А потом их не стало. So I said, Нализались. So they all licked. well, they were peeing in it, and Нет, они писали на все это. it's, Они не лизали, они писали на it's это. urine therapy. Это называется уринотерапия. No, but so I said, was this area covered by ocean and Я water? спрашиваю, а воды здесь раньше не было, океана здесь не было раньше? And he said, oh yeah, it was Он underwater. говорит, конечно, был тут океан. So 400 million years ago, Итак, 400 миллионов лет тому назад it would be teeming with bacteria and там virus бактерий и вирусов было пруд-пруди, because the temperature was very warm потому что было очень тепло. and the earth was a great petri dish for growing Ну, stuff. фактически Земля была такой хорошей чашкой Петри, на которой чудесно росло все, что угодно. So my theory is Моя теория гласит вот что. that it bubbled up into this primordial pool На самом деле, of bacteria, вот это самое так сказать, этот исходный пул бактерий, and in this ore there's the memory of all of these bacteria and virus памятью остался в том золоте, который потом стали добывать. that are the basis of what we are made up. Хотя на самом деле это основа того, из чего мы состоим. So this stuff contains an energetic memory То есть фактически остались не вирусы и бактерии, а осталась энергетическая память о том, что было давным-давно. of all that we are. Всего, из чего мы состоим.
So it's pretty interesting. Мне это показалось чрезвычайно And if we интересным. think about genetic tendencies, А если еще говорить о генетических предрасположенностях, об иммунных реакциях, one of the things they recognized in genetic, I forgot the name of it, psychological schizophrenia. вот, кстати, при No, it генетических... wasn't. Either schizophrenia or depression, I can't remember. Сейчас не помню, то ли при генетической предрасположенности к шизофрении, то ли к депрессии. Characteristically, they found that there was a gene in these people Оказалось, что у этих людей с такой предрасположенностью есть ген, that was related to that was a gene found in the staph and the strep germs. который, ну, то есть фактически, что сближает всю ситуацию с поражением стрептококком. So when I started experimenting with this, I thought, well, if the То есть фактически, когда я начала экспериментировать, я спросил себя, if the rock makes us weak, если гора дает ослабление, could a dilution do the opposite? может быть, раствор сделает обратное. It goes back to a doctor called Rapp. То есть мы возвращаемся к доктору по фамилии Рэп, Can't remember her first name, but it's женщина, я Dr. не Rapp. помню ее имени. She was showing in a video years ago Много with лет тому назад на видео она показывала children that became hyperactive and aggressive to preservatives and coloring agents in food. гиперактивных и агрессивных детей, такое состояние которых вызывалось красителями, в общем, всем искусственным, что использовалось в пище. And when she diluted these substances И that когда она she was растворяла эти красители и прочее, то есть все то, на что ребенок негативно реагировал поведением, at a certain dilution, при определенной степени разведения the problems disappeared. проблема просто исчезала, как по мгновению волшебной палочки. She was a medical doctor, but had proved homeopathy. То есть фактически врач доказала действенность гомеопатии. So my friend and I, my dentist friend and I, started making dilutions. Ну и вот я со своим стоматологом, которого заставила облизывать породу, мы стали экспериментировать со степенью разведения. We didn't do it very well in the beginning. На самом деле, поначалу у нас не очень хорошо получалось. And I said, why don't you try this? Я говорю, попробуй. He says, no, I'm not going to try it. Это нет, что я. So I said, okay, I'll try it. Я говорю, ну ладно, я сам буду пробовать. So after about a week of taking these drops, В общем, я недельку эти капли принимал. I suddenly got this swimming, И чувствую, что меня like I повело. was on a boat. Повело, как будто я был в лодке. У меня головокружение появилось. And I was driving the car and feeling like it was a boat. То есть за рулем я себя чувствовал не в машине, а в лодке. Очень странное ощущение. Ooh, this is not good. So I stopped Я and говорю, went нет, away. нет, это нехорошо, надо делать по-другому. And I did it again later on, and I got the same thing. Потом попробовала и по-другому, и меня опять повело, понесло. So I decided to study a little bit more on how to Тогда я make решил, что прежде чем экспериментировать на себе, надо немножко изучить этот вопрос. these are made more precisely. То есть эти капли уже сделаны гораздо более точно. And to make sure we don't kill anybody, I've tried them for over a week now, and they're okay. То есть я уже неделю их принимаю, чтобы никого не убить, и все хорошо. But if the next time I come back and my boobs aren't sagging, and В общем, если грудь не повисит к моему следующему приезду, my hair turns naturally black, then если вернется исходный цвет волос, then we know we've got значит, знаете, что found капли мы something сделали important. хорошо. But for this time, we're just trying to help her with her immune А system, пока просто помогаем иммунной системе прийти в чувство. and this is why we want to use the drops. Вот Okay? поэтому и используем эти капли. So we're going to have her take these, like 5-10 drops on the tongue. 5-10 капель на язык, капните, пожалуйста. After everything that you've said. После всего, что рассказал, капните 5-10 капель на язык. She's a courageous young woman. Смелая Катюша. It's alcohol. А если, Катя, я всем скажу, что он американец. You don't like If I tell you that he's an American, stupid American. Okay, so он говорит, что я тут уже сбежал давно. just walk again. Let's see if they do the same thing. Катя, ходите ровно, не пугайте меня. Okay, I'm happy with the left hip, the way it's moving, Как левое бедро движется, and мне it's starting нравится. to change. Okay, Во всяком случае, я вижу перемены. and this makes me very happy Но во всяком случае, я страшно because довольна. now when she walks, she will start to function more properly. То есть теперь ходьба будет ей на пользу. Теперь она при ходьбе будет функционировать лучше. Can she come back? Валя. Monday? Sunday? Катюша, а вы еще можете к нам прийти, например, в понедельник?
Even tomorrow. Или даже завтра. Come on. Катя. А кто знает, кого Who's спросить? going to bring her? Понедельник? Monday. Perfect. Замечательно. Because what I want to do is see what happens after she takes the drops for a little bit of time. То есть Катюшка принимает эти капли какой-то период времени, понедельника, а мы посмотрим, что будет. Because the body will self-correct itself as well. Потому что на самом деле тело в присутствии положительного стимула должно приступить к самокоррекции. Okay, there are several things that we didn't do that I'll do as well. Но сделаю кое-что еще, чего не делал до этого, просто надо. So I'm going to test. Somebody make a note, okay, of what we found. Кто-нибудь запишите, пожалуйста, все увиденное и все обнаруженное, Оскар, Okay, with the чтобы вас drops. нельзя хвалили все это время. Пожалуйста. Taking the drops. Left iliacus and psoas weak. Итак, с каплями. Левая поясничная и подвздошная слабые. Left piriformis weak. Левая грушевидная слабая. Left costal diaphragm dysfunction positive to spindle. Положительная реакция нейромышечного веретена слева реберной части диафрагмы. Значит, диафрагмальное веретено слева. Right convex, the left, wait a second, right lumbar concavity, right lumbar concavity positive to vibration, Положительная high вибрация hertz, на стороне, высокочастотная вибрация на стороне вогнутости поясничного отдела положительная. and rotational spindle cell, И веретено с ротацией and положительно. the same on the opposite side of the То же thorax самое в cavity. грудном отделе, только слева. Jugular compression positive on the left. Слева положительная еремная компрессия. Any other things I've forgotten so far? Что я еще забыл? Показал, но забыл. We're now going to check for some other things. I'm going to vibrate Проверим кое-что еще. the sternal area Используя вибрацию грудинной области. and ask her to push down. Катюш, рукой вниз сопротивляйтесь в пол. Ask her to breathe in. Вдох. Hold it. Держите до No reaction. без реакции. Same thing. Left side. То же самое слева. Breathe in. Вдох. Positive. Положительно. This is indicative of what? На что это указывает? From what you know? На основе того, что вы уже знаете. Pericardium, yes, I believe Перикард. that. Я тоже так подумал. На грудину. Не пара, а прямо на грудину. So, left pericardium with low So, hertz. was the vibration lateral or just central? I was central, Вибрация была центральной. but you could go lateral, yes. Но можно было использовать и латерализацию вибрации. Вопрос был? Okay. Now we're going to see if other things are involved. Посмотрим, есть ли вовлечение еще чего-нибудь. Please write down, Oscars, that it was positive on inspiration. The Оскар, heart. запишите, пожалуйста, что была положительная реакция на вдохе. Diaphragmal pericardium. Both. И то, и другое. Thank you. Спасибо, Оскар. Too smart. Слишком умный. Okay. Now we're going to vibrate Теперь высокочастотная вибрация. on the left side, on the right side. Справа. Inspiration Вдох. Он over the carotid baroreceptor area. там, где барорецепторы, там вибрация. Negative. Отрицательно. We're going to go to the same area. Та же самая область, только слева. Breathe in. Вдох. Pull. Weakness. Слабость. Breathe out. Выдох. Negative. Отрицательно. Same thing with the other arm. То же самое с другой рукой. Opposite side. Breathe in. Противоположная сторона. Вдох. Something. Negative. Отрицательно. Отрицательно. Same side. Breathe in. Та же самая сторона.
Negative. Отрицательно. So from this differential, То есть, используя вот такую дифференциацию, I know she has a nerve problem on the left. можно сказать, что есть проблемы с нервом слева. On the left? Right. On the left? Yes. Yes, on the right. On the left, I'm sorry. Yes, on the left. Слева, слева. Я просто переспросила, потому что не хотела вас обмануть. And it was positive on inspiration. Реакция была положительная на вдохе. Based on my knowledge Но я основываясь на своем знании and understanding, because I developed this technique, но не только на знании, но на понимании, потому что тест разработан мною самим. we'll see if we can do this even lower. Давайте попробуем спуститься пониже. Positive. Тоже положительно. Breathe in. Вдох Positive. положительно. Вдох. Что-то будешь делать. And I'll show you something else. Покажу вам кое-что еще. Breathe out, Выдох. palpating the transverse processes of the vertebra. Пальпирую поперечные отростки шейных позвонков. 5, 4, and 3. 5, 4 и 3. Can you see now? Видно сейчас? Нет. Can't see. Even on television? They don't see on television. Это плохо. Нехорошо. It's good. Yeah, works. What did they miss? Что пропустили? Что еще раз показать? Everything? Все? Okay. Смотрим снова. Below the sternoclavicular joint, То есть ниже грудино-ключичного сочленения. вдох, weakness. Слабость. Выдох, normal. На выдохе нормально. Weakness, Слабость. weakness. Слабость. Strength. Сила. So at C3, no weakness. То есть на уровне С3 слабость пропадает. C4, 5, and below, С4, Weakness. 5 и ниже есть слабость. caused by the vibration and inspiration. Вдох с вибрацией дают слабость. By breathing in alone, Сам по себе вдох без вибрации no weakness. не провоцирует So it слабости. is only in combination with То this. есть только сочетание дыхания и стимула дают реакцию. So we're going to выдох Выдох and palpate и пальпируем. and look at her face, Следим за выражением лица. the muscle, okay? Не видно, потому что вам не видно или нет изображения? Breathe. They can see it now. Вот кому не видно, идите, держите проводку. Are they seeing it? No, It's we okay. can. Can you see it now? А теперь вам видно? Now they all can see. You ready? Okay. Готовы? Смотрите. No pain. Боли нет. Вдох. Hold it in. Держите задержку дыхания. No pain. So I can't show this one. Не показать, потому что сейчас боли не возникло. Nevertheless, what we found before Но все, что мы обнаружили is ранее, most probably what nerve? скорее всего, связано с каким нервом? Фроник. Phrenic, Это yes. нормально. Isn't it exciting Здорово же, It is верно, to me. интересно же, that all of как these все укладывается things в одну картину, как все are- сходится к одному и тому же. are coming together in a logical fashion? То есть выстраивается абсолютно логичная картина поражения. And I'm happy with that. Мне это очень нравится. So we could find many other things, but it would На waste самом our деле time. можно было бы найти еще очень много чего, но нет смысла сейчас I этим think, заниматься. We can do one other thing just Ну to давайте еще show. одно. Sit here Сядьте вот сюда, пожалуйста. on this one. We're going to do a muscle test that you're probably not used to doing very often. Мышечный тест, который, может быть, вы не используете часто. Elbow down, Локоть опустили, pull elbow towards локоть к себе. the hip К бедру тяните локоть. without pushing forward. Не выдвигая локоть вперед. Pull here, yes. Pull.
thing. То же самое. Вдох, hold, Не дышать. pull. Weakness. Слабость. You ask yourselves, why is that? Спрашиваешь себя, почему так? Or maybe you don't. Ну, может быть, и не спрашиваете. Ухудшили условия. Because we worsened the conditions. But why, which muscle was I testing? Какую мышцу я тестировал? One. Levator scapula, yes. Поднимающую лопатку. If we don't do the levator scapula test, Если не использовать тест, поднимающую лопатку мышцы, pull, к себе локоть. strong. That's the Сильная, rhomboid. потому что это ромбовидная. So if she Да, swings around, impingement. impingement, In the spinals. Поворачивайся лицом к доске. impingement of from what? Откуда Breathing. ущемление? Ущемление при нагрузке мышцы сокращается, сдавливает нервы в районе. So, Maybe. she tightens muscles and they compress the nerve. No. Нет. Nice idea though, nice idea. Идея хорошая, но нет. Но не Pretty годная. much more simple. Потому что все на самом деле проще. And we'll show you. Я сейчас покажу. Okay? So you written this down too? Вы все записали? Levator scapular weakness Поднимающую лопатку записали, и On ее the слабость обозначили. with вдох. Со вдохом. Okay? Okay. Ну, On your back. на спину, пожалуйста. We're not going to do anything else Мы больше ничего делать не будем сейчас. because we want to see what happens. Потому что нам на самом деле надо будет посмотреть, что же из всего этого We're получится. going to see if she still has this. Давайте посмотрим здесь как. Yeah, it looks like. She doesn't like it. По-прежнему That не hasn't нравится. changed. То есть это не изменилось. But what we want to see on Monday, А в понедельник what we treat, it will change. посмотрим, будут ли какие-то положительные сдвиги. She'll get better. Все будет лучше. Push, Сопротивляйтесь. push. I did something else as well, so Это еще кое-что. Oscars can write that down. Оскар, записывайте, потому что вы знаете, что это было. I stimulated what? Что я стимулировала сейчас? Именно паховую связку. Very good. Why? Зачем? Она сочетается с ключицей. Pelvic distortion, I think you're saying, right? Из-за дисторсии таза. Да. We will set because it is linked to the clavicle. That too. И потому что она связана с ключицей, это тоже пойдет. But before we want it to be linked, Но прежде чем выстраивать такие связи и пытаться находить взаимосвязи, которые могут существовать, we want to understand what this means. нам надо сначала понять, что это значит. It means that her pelvis is Это значит, что таз в дисторсии. interesting. Which side is it on? Интересно, с какой стороны? The left. Same side as the iliacus. Same Там же, side где as the илиакус, там же, costal где diaphragm. и реберная часть диафрагмы. Okay. Now, if we could try to evaluate lung function, but Можно было бы, конечно, еще пооценивать функцию легких. I don't know if we could do this. Не знаю, возможно ли это. We could try. Но можно было бы попробовать. So the left side is the concavity. Итак, у нас вогнутость на левой стороне. So we'll have her sit Сядьте, пожалуйста.